Всем привет! Рада каждому, кто зашел сегодня на мой канал, кто смотрит это видео. Для новеньких хочу представиться. Меня зовут Татьяна, я живу в городе Харьков, и я люблю походы по магазинам секонд-хенд. В основном снимаю все интересное, обувь, сумки, смотрим люксы, смотрим бренды. Но особенностью моего канала является то, что у меня плюс сайз, и поэтому вещи я примеряю в основном на плюс сайз. Делаю примерки, показываю, что подходит, что не подходит. Я, конечно же, не стилист, далеко не стилист, но в этих видео, в моих видео мы учимся вместе. Подбирать, возможно, цвета, подбирать фасоны. Всегда рада комментариям моих подписчиков, особенно тех, кто понимает что-то в моде, что-то в стиле, в тканях, в одежде. Всегда рада и рада просто вашим отзывам. Поэтому пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Нравятся ли вам тоже походы секонд-хенд, что вы там берете, что покупаете, как вообще к этому относитесь. Также по фасонам, по моделям, по подбору как раз вот на плюс-сайз фигуру. Тогда встретимся с вами в комментариях, и вам приятного просмотра. Прямо по курсу местный эконом-класс. Сегодня 41 гривна за килограмм. Магазин работает до 15 сегодня. И после 15 залы заполняют уже новые коллекции. Как говорится, вот эти два зала уже заполняют, а первые два зала уже открыты. Кстати, можно даже в окошечко посмотреть, что там продавать будут завтра. Льняной, из очень прочной льняной ткани фартук с оленем меня дождался. Сегодня будет стоить гривен 5. Верхняя одежда, тут мужская, тут женская, ее уже перевесили все в один зал. Вот пальто длинное, зеленое, темно-зеленый, кстати, красивый очень цвет, и шерстяное пальто. Вообще не вижу ни одной бирочки. Ни одной. Вижу только вот здесь. Ярлычок 12 размер. Такой. Дубленка женская. Такой бренд на крючках. Какая-то винтажная. Так застегивается. И ходите. Длинная, я думаю, что размер где-то 12, наверное. Еще одна винтажная вещь. Вот такой пончо. Пончо-накидка. Да, это вообще уже ретро какой-то стиль. Такой прям крутой винтаж. Такого и бренда нет. Я ее видела на завозе. И она висит до сих пор. То есть девочка-любительница винтажа еще не пришла его взять. И видно, что что-то очень теплое, натуральное. Такая вещь. И 4-ю неделю уже висит это пальто. Пойдем в женский зал. Так, начинаем со свитеров, джемперов, кардиганов. Потому что жарко, чтобы быстрее уже посмотреть. Это большой размер, 26-й. Очень большой. Такой кофта. Мне даже, видите, не видно. Такое чувство, что это как мужской, но женский. Мужчина же не будет розовый носить. Если сделать рукавчик вот так, то это уже интересней. Уже видно запястье.
кардиганчик. Кардиганчик акриловый, о чем говорят вот эти вот все катышки. Но все это убирается, если очень понравилось. Здесь мне понравился вот этот вот круглый, вот это вот одна пуговица. Здесь вот уже образуется вот эта вертикальная полоса, несмотря на то, что он короткий. Но если бы рукав был, ну, длинный до вот этой части, то было бы классно. А так получается, что она маленькая, укороченная, в общем, на подростка, а я одела. То есть здесь нужен длинный рукав, а так вообще хороший цвет, хороший. Так, там у меня маечка, очередная маечка в день распродажи, но она не будет моей, потому что она из... Я увидела, что она из полиэстера, и она от Шиина, поэтому она останется в магазине. Мне нужно сейчас только будет для примерки остальных кофточек и кардиганчиков. Такой джемпер. Взяла его из-за цвета, я его еще показывала, когда был завоз. Шикарный, морковный, прям вообще осень, да. Вот, ну, он укороченный. Тут нужно подбирать какая-то длинная юбка или длинные брюки. Наверное, черного цвета. Так, да, если будет, то будет хорошо. Вот, но она тоже один акрил. И мне кажется, что немножко коротковатые рукава. Именно тут. Так, это у нас вязаная худи с такими оригинальными косами. И так по рукавам, так реглан идет. И тут по переду. Размер L, состав акрил. Есть капюшон, это шикарно. Так это выглядит. Так бочком встанем и сфоткаемся. Еще один кардиган на дотик, он хлопчатобумажный, может быть с акрилом, конечно, и интересный размер, да, что это японская система мерок, да, и что-то 100%. Написано, что машинки нельзя, гладить нельзя, химчистка можно руками постирать, да, температура не написано, надо переводить. Так выглядит этот ажурный хлопчатобумажный, на мой взгляд, кардиган. Я думаю, что он где-то на 16 размер будет. Там по низу резинка, поэтому он таким коконом идет. Так, спереди вот так. Ну, в принципе, как верхний слой на 16-ю девочку. Будет хорошо. Вот такой он. Это шоколадный джемпер. Я бы сказала, что это от пижамы. Мне кажется, что в таком спят. Она такая синтетическая штучка. Тут вон, я смотрю, внизу есть резинка. Резинка на рукавах резинки. Правда, закошлаченная, да? Подкошлачена. А вот эта ткань в нормальном состоянии. Только вот на трикотаже резинка. Вот, надо еще посмотреть, какие швы. Вот такая вещь. Красивый шоколадный цвет, шоколадно-баклажанный такой. Просто кофточка. Для холодных дней, осенних, дома. Так, сейчас будет пара футболочек. Вот одна из них, вот Папай, украинский бренд. 100% катон. Минималистичный принт, как говорят. Леопардик такой. Обыкновенная, тонкая такая футболочка. Сейчас будет еще одна. Тоже минималистичный принт. Сейчас покажу вам. Смотрите, что. Змея. Так, смотрим. Розовая змея. Сделана в Бангладеше. 100% катон. И вот такая расцветка. Коралловый, да? Коралловый это цвет. Вот такая змеечка. А здесь минус ворот. Видите, да, ворот. Здесь пришит просто одним швом сделан.
Поэтому он не будет держать форму и будет выглядеть вот так вот неопрятно. Это футболка, видите, такая. То есть она уже не лежит, она уже вот так вот стоит. Сейчас покажу поближе. Вот так. Поэтому не берем. И рукавчики вот закатываются. Что-то такое. Так в катоне чувствуешь совсем совершенно по-другому, нежели пока я была вот в этой маечке вот в Шиине, да? Так, тут он еще что-то катоновое. А может быть не катоновое, сейчас посмотрим. Так, эта модель на мне выглядит вот так. Вот такой низ, вот такая кайма. В огурца, да, вот огурчики. Огурчики, да. Вверх у нас вот такой. И полностью открытые плечи. Сзади вообще открытая спина, такое показывать даже не буду. Вот, и все дело в том, что это 26 размер, и это вискоза. Вот, ну и на мой взгляд она светится. Я вижу темное белье. Ну и тут вот эти все тоненькие лямочки, оно тоже все это не подходит. Ну, на 26 размерчик вот такая есть вещь. Может быть для дома, не знаю. Для моря, да, для моря. А море нам только снится нынче. Так, дальше у меня там льняные шорты для дома. Вон там они виднеются из-под футболочки. А вот эти шортики не подошли. Несмотря на то, что они синтетические, да, тут полиэстер. Но мне маловато, и мне понравился принт. Я бы взяла, но маловатые. А вот эти, они льняные. Половина лен, половина вискозы. Поэтому эти мы берем. Дома ходить. Так, дальше будем рассматривать спортивные брюки. Черные, с лампасами. Размер на меня маленький, но я делаю, чтобы показать, как выглядит вот эти лампасы, как выглядит эта полоса. Кроссовки в цвет штанов спортивных. Такая модель. Так, дальше у меня образовались лосины. Это 20 размер. Вискоза 95%. Немножко там полиэстера есть, эластан. У них интересная фактура. Я сниму, потом покажу вам. Ну, вот такие лосины типа спортивных. Наверное, для занимания спортом. Для занятия спортом. Да не то, что ты собираешься на спорт. Собираешься на спорт. Да. Спорт нам только снится теперь с нашими зубами и походами к стоматологу. Вот. Ну, лосины как лосины. Так, лосины с кардиганом, кстати, выглядят вот так вот. Ну, понятно, что это и кардиган не мой размер. Вот. Но если мой размер, у меня дома есть коричневый, длинный, до середины икры, и такая объемная вязка, то я думаю, что тоже будет нормально. Такая текстура у этих лосин. Состав интересно, что вискоза, да, не полиэстер, да, не кожзам. Бренд марка Spencer. Так, и тут на очереди еще одни вот техноложен спортивные штаники. Вот, 2XL, поэтому я рискну сейчас их одеть. Такие. Так, эти треники действительно мой размер 2XL, потому что если размер больше 3XL 4, то они тогда уже будут висеть, а так они просто обыкновенные, спортивные. Вот она такое. Все на месте, попы, позы. Все, ну, в общем, вот такие штаны для тренировки и сброса веса. Да, и может быть мы доживем до того, что будем когда-то вместе сбрасывать вес, как-то правильно питаться тут в эфире прям. Что думаете? Такие тренинги. Покачать, поприседать. Да. Да.
кстати, эта футболка с дамочкой моя. Да, она такая тонкая, я ее на Барабашова брала. Тут плохо тоже сделан ворот. Вот это все, но мне нравится дамочка. Ну и сама она по себе очень тоненькая. Поэтому я ее ношу в крайних случаях. Иногда, когда давно не одевала, вот одеть с дамочкой немножко походить. Ну, видите, да, она вот так уже в обтяжечку. Такое. Так, ну и сверху на треники примерила фартук. Да, наверное, это будет единственная покупочка. Хотя, может быть, и треники я тоже возьму. И еще что-то, я забыла, что надо посмотреть внимательно там, что у меня там висит, что я там отложила, посмотрим. Вот, но фартук беру однозначно, все постираем, попробую еще в кислородном отбеливателе его привести в чувство, отглажу, и будет супер. Самая главная фишечка здесь, это вот это животное, олень. Олень, потому что моя девичья фамилия Оленева. Да, так что это животное не просто так смотрится, нравится. Какая я была. Фартуки с оленем. Мамочка, привет. Я думаю, тебе понравится тоже, да, фарточек? Видите, и лосины, кстати, треники нормально смотрятся из-под фартука с оленем. Да? Показать вам там как. Ух. А тут фартук. Так, а это я нашла вот эта штука. Я даже не знаю, как ее назвать. Какая-то накидка или... Хочу подружке показать, потому что ей нравятся вот такие цвета. Хотя, если бы здесь не было вот этого черного, мне тоже нравится пошире. Потому что тут вот она осень. Такие вот, видите, на деревья в виде листочков. Отправить ей, может быть, ей понравится сфоткать. Нужно будет для чего-то. Куда мне, не знаю. У меня немножко другой декор дома. Просто у меня комнаты две в таких светлых оттенках. Вот, больше там к Провансу. Такое. Вот, кухня не к Провансу. На кухне будут и такие цвета до осени. Вот, единственное, что на полотенце, но вроде бы это не хбшка, может быть, вискоза. Так, Татьяна, фартуки с оленем. Так, также на примерке у меня были еще одни спортивные, просто обыкновенный трикотаж от Примарка XL, но не подошли, то есть они не так тянутся. Вот, в отношении вот этих брюк спортивных, не знаю, как спортивные, с лампасами, то все-таки мне нужно, мне хочется, я планирую найти с этими полосками, только чтобы они были пошире, ну, естественно, мой размер, потом пошире, и снизу или прямые, здесь они просто расклешенные, или чтобы была резинка. Вот, что-то типа этого. Ну, не типа этого, совершенно не типа этого. Завтра завоз, придем, поищем. Может, что-то привезут. Так, вот эти лосины из кожзама. Да, я тоже брать не буду, потому что у меня есть из кожзама. Из кожзама я их покупала в начале лета. Вот жду осени темно-серого цвета. Тоже в примерочную брала 2 пояса. Подумала, что бывает иногда какие-то вещи примеряю и нужен подхват. Думала, да, но здесь они не пригодились. А вообще ищу пояс из драпа или из шерсти, плотный и толстый. Или ремень. Ну, пояс, наверное, да, для пальто. Я купила пальто, но оно без пояса. Вот с поясом. Пояс ищу чисто черного цвета. Так, нашла капелюх, но очень маленького размера, очень классный, вот, прям такой хлопчатобумажный, и никак не увеличишь,
То есть, не знаю, себе не себе. Я сначала про мужа подумала. Он все время там, ну, у него, когда работает, бывает на улице, то ему нужно дворные уборы, там они, в общем, обновляет, любит, в общем. Не знаю, почему для мужа. Тут поля очень такие широкие. Для девочки. Это получается для девочки, подростка. Или просто для маленькой девочки. Для 9-10 было бы классно. Вот, но я одеваю, мне маловат и не увеличишь никак. Такая шапочка. А, и шортики я вот эти беру, льняные. Классные очень. Шортики выглядят вот так. 20 размерчик. Вообще. Так, а вот эти спортивки я беру. Будем тренироваться. Неужели этот период жизни у меня снова начнется? Тренировочки, зарядочки, спорт. Да, это было бы классно. Вот. А еще, в всяком когда распродажа, то самое главное — иметь самообладание и не взять то, чего тебе не надо. Отложить и сказать: завтра будет завоз, через неделю снова будет завоз. Сканхенда в Харькове. Море. 100, наверное, точно есть. Наверное, больше. Вот, так что есть что найти. Не надо думать, что если что-то очень дешевое, то надо обязательно брать. Не надо, но мы берем. Не берем, конечно, да. Я еще подумала, что я возьму вот этот пояс. Он довольно длинный. Сейчас покажу. Он длинный, и вот у меня есть коричневый кардиган или что-то такое. И если вот так вот завязать, то можно сделать такую вертикальную полосу. Ну, не с этой одеждой, а другой там у меня какой-то костюм, платье. И вот так вот такая, может быть, вертикальная полоса, я подумала. Вот, если одежда в том вот это вот такой, если бежевый будет, коричневый или даже черный. Такой акцент. То есть это и не шарф. Шарфики я не очень. Вот, а такой будет хорошо, да? Так, желтые вешалки, это значит, что люкс. Цена, люксовая цена, я не помню сколько. Наверное, 600 или 500. 500, наверное, уже сегодня. Итак, вот такая сумка. Ну, не оцененная, да, это на вес. Такая имитация кружева. Так, тут магнитные застежки. Какой бренд, я так и не увидела, ни ярлычка, ничего. Так, это просто какая-то прессованная ткань. Материал. Так она сделана. Интересная, да? Тут один ремешок длинный, только через плечо. Ручки нет. Но зато есть ручка вот у этой. Тоже интересная, такая прямоугольная. Под змею. А может и змея, я не знаю. Здесь есть ручка и длинный ремешок. Она тоже на вес. Ой, она легкая довольно. Такая застежка здесь. Клапан тоже из кожи или не кожи, что это? Внутри черная. Бренд читаем. Топ-шоп. Там еще и ярлычок на нее есть. Такая интересная. Так, коричневая уже в оценке 560. Уже скидочку сделали. Такая фурнитура, только тут под золото. Так, видите, и длинный ремешок есть, и ручки короткие есть. Еще тканевая такая. 470 сегодня. Что-то еще. А, вот еще зеленая тоже. Тоже такая симпатичная, но здесь нет длинного ремешка. 490. Как карманчик, в который могут все залезть. Ну, это правда. Вот. Тут тоже тут застежка такая. То есть на змейке только внутренний карман. Кто это у нас?
это бренд. И здесь застежка только вот такая магнитная. У меня муж тоже всегда беспокоится, когда вот такие застежки видит, что змейки нету. Любой может действительно залезть, достать. Для чего такая сумка нужна? Только для того, чтобы на машине ездить и все. Чтобы никто не мог подойти и что-то взять. И так симпатичный такой цвет. Красивый, да, мятный, ярко-мятный. Такой, да, там не совсем зеленый, зелено-мятный. Так, это, смотрите, какая-то, наверное, оценка. Нет, не оценка. Из хутра, да, или меха. Так, я уже открыла верхний клапан. А, Фиорелли. Фиорелли. У меня, кстати, есть от Фиорелли сумочка синяя. Так, здесь еще один клапан. Кстати, вот эта сумка, да. Это, здесь точно никто не залезет. Туда заложили, подвернули и идете. Так, вот она внутри такая. Она получается в виде клатча. Особо много туда не положишь. Бутылку. Мне главное, чтобы бутылочка с водой была всегда. Вот. И сумка для вещей. Так, вот еще что-то под кожу. Такой клатч. Довольно такой объемный. Что тут кто написал? Вот еще сумочка. Ой, сумка-портфель. Сумка-портфель раскрывается вот так. Сейчас мы ее закроем. Так, на фурнитуре вот написано бренд Лаура. Такая сумочка. Ну, получается, сумка-портфель действительно какие-то документы носить, журналы. Вот, но получается неудобно. Если на плече ты ее открываешь, и у тебя все это открывает, может выпасть. А может удобное. Не знаю. Не знаю. Так, и вот это моя красотка, которая мне в самом начале понравилась. Так вот, что-то морское. Что-то гавайское. Так, и вот Бэкслей. Такая вышивка, конечно. На цепочке. Тут все закрыто. Все, не все, да. Куча змеек. 1, 2, 3. Все закрыто. И тут. Это тоже на вес. Тоже где-то, если будет полкило. Ну, не полкило, она меньше будет где-то. Около 200. Так, вот еще кругленькая. Карвелла. Сколько там? 270, да? Оцененная. Так, еще висит новое белье, смотрю. Так, это желтые вешалки, это у нас люкс. Так, тоже вот, но это уже не люкс, это уже эксклюзив, потому что она оцененная 338 от Ральф Лаурен, 16 размерчик XL. Это на моего мужа такая классная вещь, нижняя, на зиму. Так, рядом обувь. И вот на низком ходу от Папая украинской, 39-й. Но тут невысокий подъем, смотрю. На худенькую ножку. Босоножки. Маленькие адидасики. Вот, все чумазые, такие заношенные, переношенные. Кто-то, видать, их очень и очень любил. Поэтому стоят до дня распродаж. Тут вообще даже все потрескалось. Вот, то, что грязное, то не страшно. Это все можно помыть. Но там, где испорченные, то не очень. Кеды. Конверсы, да? Вот видите, да, тоже стоят, потому что вот такой очевидный дефект. Вот, смотрите, еще мокасины под хаки. Так,
Я вернулась в примерочную, чтобы померить парочку вещей. Вот там одна висит, и я вот еще одну одела. Здесь не зауженные рукава. Такой джемпер. Ворот такой необычный, да, то есть U-образный вырез, но он не вот сюда идет, а вот как-то так, очень необычно, да. Вот, и он колючий, тут немножко из шерсти, 13%, много акрила и много более чего-то там. Вот, думаю, посмотреть, как молочный цвет мне к лицу или нет, ну, и посмотреть этот фасон необычный, да, тут еще интересно шов сделан наружу, не внутрь. Да. Вот так. Такая кофточка. Не шерсть, поэтому назад. Так, продолжаем съемочку. И блуза я увидела такая. Тут, по-моему, 18 или 20 размерчик. Я так поняла, что люди примеряли с утра, пришли, набрали то, что, в общем, потом скинули, повесили все назад. Вот, я решилась еще раз пройти, посмотреть, что новенькое появилось. Вот появились те две вещи. Ну что, мне так неопределенно нравится вот этот горох. Да. Фонарики. Живот голый. Да, потому что тут ленточка, бантик. Ну, это какой-то пляжный вариант. Не знаю, для отдыха совсем, да. То есть вы в купальнике ходите, вот это одели сверху, там какая-то юбка или шорты, и ходите с голым животиком. Так, ну вот такая. Ладненько. Так, и так вспомнили времена прошедших дней. Все-таки это фасоны совсем прошедших дней. Носили мы такое раньше, знаем, такие кофточки, блузочки. А здесь, кстати, пахнет очень приятно какими-то духами. Очень даже. Или какой-то стиральный порошок, какое-то средство, что вот очень такое ароматизированное. Мне нравится. Пришла из секонд-хенда совершенно неудовлетворенная, знаете чем? Своим внешним видом. Тем, что у меня на голове вот все как-то зализано. Тем, что футболка вот эта мне в обтяжку. Вот тут вот как оно все это выглядит. И потом думаю, а ведь можно было проще. Можно было просто одеть блузку сверху. Любую, даже такую, даже вот этот леопардовый стиль. И то уже было бы совсем по-другому. Просто ее накинуть, да, вот так просто накинуть. Кепку взять. Да, эта кепка не моя, это кепка мужа. Но и тем не менее, да, одеваешь кепку, и ты выглядишь уже совершенно по-другому. Вот это вот, что там зализанное, что не нравится, все становится совершенно по-другому, да. Ну, можно не эту блузку, да, давайте другую. Рубашки есть, конечно. Да, вот, например, да, сорочка беленькая. Мой размерчик, Таня, одень сорочку на футболку, если ты хочешь футболку одеть с этой девушкой, которая тебе понравилась, да? Нравится мне она. Одень сорочку сверху, да? Подкати немного рукава. Все, и иди в секонд. Не хочешь белую, одень другую синюю. Я просто, знаете, подумала, что белая, когда я хожу в секонде, то в секонде очень пачкаются вещи. Я вот в носках даже хожу, специально у меня для секонда есть. Они белые, но они бело-серые. Мне их не жалко, потому что там все после секонда становится грязные. И вот эти карка у меня тоже, они для секонда. Я их одеваю, когда не по делам езжу просто. Вот. Все, одела блузу, одела кепку, все, и пошла. И вид совершенно уже другой. Вот. Так что вот так можем решать наши вопросы, когда у нас плюс сайз, просто одеваем что-то сверху
И все это выглядит по-другому. И девочка на груди на месте, которую хочется носить. Ну что же, я благодарна вам за просмотр. Особенно всем, кто досматривает до конца. Также всем благодарна, кто пишет комментарии. Для YouTube это очень важно. Тогда YouTube будет продвигать видео. Еще может быть больше людей увидят его. Спасибо вам огромное. Встретимся в комментариях и до новых встреч. Всем пока-пока.